Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я для вас подготовила обзор своего очередного сарафана. Люблю летом менять сарафаны, у меня их много, все разные, интересные, все любимые, и я их по очереди буду вам демонстрировать. Ну вот сегодня такой сочный, такой жизнеутверждающий цвет, акварельное, буйство красок. Здесь и зеленый, и оранжевый, и терракотовый, коричневый. Ну, красота неземная. Это шелк атласный, сарафан, состоящий из двух частей. Верх такая майка с широкими бретелями. Я люблю широкие бретели, чтобы у меня здесь все было закрыто. И длинная прямая юбка с боковыми разрезами, достаточно высокими. Здесь в линию подреза я ввела ленты. Это ленты, они у меня две сзади и две спереди. Вписались хорошо эти ленты, шкодно, ну можно их назвать крылышками. Вот они вот здесь у меня расположились очень удачно в нужных местах. Верхнюю часть, мою маечку, опять же все просто, две нагрудные выточки я раскрыла вниз, в бок, и здесь добавила раздвижки побольше, чтобы у меня вот такой вот был эффект баллона, драпировки. И так вот как бы все это закрутила, привела в бок. Соответственно, сзади у меня тот же прием. Единственное, я не делала раздвижку на плече, а внизу с другой стороны это пошло на правую сторону, а здесь пошло на левую. Тоже сделана раздвижка, драпировочка, но чуть меньше, чем спереди. Это плечо у меня закончено бретелей с лентой, а соответственно здесь вот тоже мой треугольничек выходит на длинную ленту, которую я задрапировала. Ну, все такое вот хотела сделать присутствие хаоса, упорядоченного. Ну, в характере расцветки ткани, вот ткань меня вдохновила на этот фасон. Ну, вот такой чудесный сарафан. Мы его с вами подробно разберем на столе. Я вам нарисую, как всегда, как вы привыкли, схему с размерами. И вы во всем подробно разберетесь. Сможете этот сарафан без труда исполнить самостоятельно. Также это может быть отдельно костюм, юбка прямая и блузон на манжете. То есть можно варьировать. Кто любит костюм, кто любит сарафан, можно выбирать. Все его всегда хотят рассмотреть, как же он устроен. Опять же, все очень просто. Сегодня я для вас подготовила материал в новом формате, для того, чтобы вам было максимально понятно разобраться во всех нюансах. Размеры уже указаны. Я вычертила предварительно в масштабе 1:4 с помощью линейки закройщика. Сейчас мы пройдемся по схеме, по размерам, и я вам все прокомментирую. Раньше я рисовала схему, и по ходу дела я рассказывала, где какие ставить размеры. Вы посмотрите сегодня, что же вам ближе, как вам более понятно, прошлая моя подача или сегодняшняя. Или же у вас есть свое видение, как бы вы хотели видеть подачу материала от меня для нашего лучшего взаимопонимания, для лучшего результата. Напишите в комментариях, и соответственно я буду в дальнейшем учитывать ваши пожелания. Ну вот конкретно сегодня я разобрала верх моего сарафана и низ. От чего я отталкивалась? Конечно же, от своей основы переда
и спинки. Вот у меня нагрудная выточка раскрыта в плечо. Я беру свой чертеж переда. Здесь указаны размеры. Длина бока 40 сантиметров, длина по низу 58 моей маечки. Две выточки в плечо раскрыты, плечевой шов. И красной линией, красным цветом у меня изображены линии реза, где я буду делать раздвижку. Также изображена бретель по переду, ее длина и место сопряжения с нашей горловиной. Вот все размеры даны, все увидели крупным планом. Соответственно, вы подставляете свою основу, свои размеры. Здесь вы сейчас поймете принцип. Так, вот моя выкройка в кальке. Я уже срезала одно плечо, сделала симметрию, соединила от плеча до проймы. Это моя горловина получилась асимметричная. И сейчас я буду делать раздвижку. У меня есть моя выточка нагрудная. И здесь показана вот пол выточки, 1/2 ее часть и вторая половина. И я делаю 2 линии реза. От края у меня откладывается 3,5 сантиметра, потом 5,5 сантиметра и еще раз 5,5 сантиметра. И 1/2 часть этой выточки идет в одну линию реза, а вторая часть выточки идет в другую. И вот что у меня получается. Когда я закрываю выточку, вот я ее закрываю, у меня получилась вот такая красота. Это раздвижка моей выточки. А здесь я раздвинула на 8 сантиметров. Вот здесь у меня раздвижка на 8 сантиметров. Здесь идет полностью выточка, разложилась, а здесь на 8 сантиметров. И остаток этой нагрудной выточки своей я здесь оставляю небольшой защипик. Вот я в этот защипик забрала остаточек. И он здесь нужен, лишняя, которая набегает по косой, вот он как раз вот в этот защипик, все лишнее у меня собралось. Вот такая картинка у меня и у вас должна получиться по раздвижке. Это что касательно переда. Но я хотела асимметрично вот здесь сделать такую драпировку активную. Так, по спинке тот же самый принцип. Вот моя спинка. И также с плеча, вот плечо я разделила на 2 и провела линии реза в бок. Так же, как и по переду, 3,5 от края, 5,5, 5,5. Ширина спинки 58 сантиметров. Бок также 40 сантиметров. Ну, это я под свой размер, под свой 54 размер дала свободы. Показала вот привязку моей бретели, как она приходит на спинку. Здесь от плеча 24 сантиметра. И далее наша бретель, она шириной 8 сантиметров должна получиться в готовом виде. Бретели двойные. Длина бретели на спине от места притачивания к горловине спинки 26 сантиметров. Ну, опять же, вы можете сделать больше, меньше. Можете вообще эти хвостики не оставлять. Ну, конкретно у меня вот такие детали, такие отдельно свисающиеся ленты. А вот от центра здесь я сделала линию реза, наметила место притачивания нашей бретели. И делаю все 3 раздвижки по 8 сантиметров.
Вот что у меня получилось. Вот вы видите, по 8 сантиметров дала раздвижку. Так оно должно выглядеть у вас на ваших выкройках. Такой нюанс, когда вы будете вырезать вот эту линию, ну конкретно, допустим, вот по переду я всегда добавляю вот вверх на симметричных вещах по 5 сантиметров дополнительно припуски. Обычно на сарафанах мы от горловины отодвигаемся до 4 сантиметров нашими бретелями, но вот когда у нас асимметричный крой, то я не советую сильно отодвигать наше плечо, чтобы эта вся система не развалилась. Поэтому я плечо оставляю приближенным к горловине. Ну вот в данном случае отодвинулась на 1 сантиметр. И всегда оставляю припуск до 5 сантиметров вот этой части, которая срезается, для того, чтобы после раскроя вот эта вся часть не опустилась. Оно, как правило, косая может внести свои коррективы. И чтобы у вас вот здесь вот все это не упало, не раскрылось. Поэтому лучше, чтобы у нас здесь остался все-таки припуск. И на примерочке вы увидите, нужно вам его срезать. И, соответственно, по линии горловины тоже можно оставить побольше и уже на примерке подкорректировать, где вы захотите на себе видеть эту линию. Потому что чертеж чертежом, а в жизни бывают разные нюансы, и ткань вносит свои коррективы. Более падучие ткани есть или плотные, которые наоборот хочется раскрыть. А бывает так, чуть-чуть подрезала, и она уже провисла. Поэтому вот эти нюансы в асимметрии всегда учитывайте. Так, теперь перед и спинку мы с вами разобрали. У нас осталась наша юбочка. Длина юбки 87,5 сантиметров. И ширина, так же как по переду, так и по спинке, это у меня одинаковые идентичные детали, ширина 58 сантиметров. Эта ширина соответствует верху нашего сарафана. Дополнительно к размеру я добавляла по 5 сантиметров с каждой стороны и снизу на широкие подвороты, широкие припуски подвороты, так как у меня по бокам предусмотрены высокие разрезы. Разрезы с двух сторон длиной 55 сантиметров. С одной стороны и с другой. Но вы можете себе сделать на свой вкус. Ниже или один разрез, то есть чтобы не ограничивало вас во время ходьбы, во время движения. И вот на схеме у меня изображен уровень разреза. В линию соединения верха с юбкой я ввожу ленты заготовленные, которые шириной 8 сантиметров двойные, 2 ленты спереди и 2 сзади. Длина моих лент, моих поясов 40 сантиметров, а второй пояс 60 сантиметров. И перепад по углу на 6,5 сантиметров. Я дала такие вот острые уголочки. Пояса двойные, проклеенные, тонкой клеевой. Они должны держать форму. Ну и вот я показала припуски по 5 сантиметров, которые у меня по всему боку проходят. То есть также для того, чтобы бок мой не растягивался, не деформировался, вот этот припуск заведен в линию реза. Все это подвернуто двойным подворотом и отстрочено по краю переда и, соответственно, спинки. Предусмотрена в линию реза резинка, которая пришивается к шву стачивания, и резинка длиной 78 сантиметров.
Ну, можно вставить кулиску, то есть это уже от вашего желания. Если, к примеру, ваш сарафан каким-то другим образом вы будете моделировать, вы не будете делать драпировку и раздвижку, то вы можете продолжить линию, не разрезая. Вот он по прямой переходит вверх-вниз. И, допустим, ставить кулису. То есть это уже будет новая модель. Но мне необходима была эта линия реза для того, чтобы сделать драпировку. По юбке мы с вами разобрали. Обработка края. Дополнительно были припуски 5 сантиметров и широкий подворот закрытый. Горловина на маечке и проймы обрабатываются косой бейкой. Пояса бретели двойные. Так, еще нюанс. По плечу, помимо раздвижки и переноса выточки вниз в драпировку, у нас остается ширина плеча на нашем переде. И вот эту ширину плеча мы должны уменьшить до размера 8 сантиметров, до размера ширины бретели. Поэтому вот всю ширину мы разбиваем на две части и делаем небольшие защипы. Так, чтобы, допустим, ширина плеча 12 сантиметров разбивается на две части, и все лишнее забирается в эти защипы до ширины 8 сантиметров нашей бретели. Сюда пришивается бретель, и она идет на спинку. Для этой модели подойдет большой спектр тканей. Это и шелка, и штапель, это может быть летние различные ткани, может быть лен. Вы увидели модель в яркой расцветке, это может быть монохромный вариант, очень красиво смотрится в однотонном цвете, из льна. Прекрасно мы делали подобный сарафан из зеленого льна, великолепно смотрелась вот эта и драпировка, и бретели, все это ленты отстрачивалось, было замечательно. Поэтому кому нравится цветное, пожалуйста, но может быть и в однотонном цвете. На мой сарафан мне понадобилось 2 метра ткани. Учитывая, что длина юбки у меня доходит до щиколотки, это длинный сарафан, но вы уже под свой рост и под свои параметры определяйтесь, что вам больше нравится. То есть длина, опять же, может быть различная. Но мне понадобилось 2 метра. Мой размер 54, обхват бедер 1,12 м. Мой рост 1,68 м. Я эти все параметры называю, потому что часто в комментариях вы задаете эти вопросы, привязываясь к моим выкройкам. Мы подробно разобрали. Идея замечательная. Лето только началось. Время шить сарафаны. Мы все с вами делаем вовремя и все успеем. Успеем пошить и успеем поносить. Надеюсь, вам понравился мой сарафан. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал Мода с Владанной. Я буду вас радовать своими новиночками, своим креативом. До скорых встреч! Но не забывайте, пишите комментарии. Я их очень люблю читать. И благодарна вам за ваши добрые слова. Всего вам доброго, дорогие друзья!